Привет всем, кто любит задавать вопросы. Мне снова пришло сообщение от Сережи. Давай послушаем. Привет, Эля. Я и не боюсь задавать вопросы. Хотя ты и ловко выкрутилась в прошлый раз, но у меня есть еще одно доказательство, что Иосиф не может быть Имхотепом. Вообще-то, историкам известны имена родителей Имхотепа. Отца звали Канифер, и он был начальником работ в Верхнем и Нижнем Египте, а имя матери – Хердуанх. А если я правильно помню, родители Иосифа звали Иаков и Рахиль. Ну что ж, попробуем разобраться. Напомню, что у нас так и остается открытым вопрос. Почему жизнь Имхотепа настолько детально повторяет описание жизни Иосифа? Фил, что ты можешь найти о семье Имхотепа? О происхождении Имхотепа известно немногое. Он был настолько великим человеком, что многие даже считали его сыном египетских богов Птаха и Сехмет. И только в 1890 году были обнаружены доказательства реального существования человека по имени Имхотеп. Действительно, найдены упоминания имен его родителей. Однако в связи с этим возникает следующий вопрос, которому у ученых пока нет объяснения. Как именно простолюдину удалось пробиться во власть и тем более подняться на самый верх? Ведь в то время это было просто невозможно. Интересно, вероятно, библейская история как раз восполняет этот пробел. С египетской точки зрения Иосиф был безродным рабом. Когда же фараон увидел его невероятную мудрость, чудо истолкования своего сна, он решил возвысить Иосифа. И для него началась новая жизнь. Фараон дал ему новые титулы, в жены, дочь главного жреца. И логично, что царь мог приписать Иосифа и какому-то египетскому роду. В египетской истории это был первый случай, когда главным помощником фараона стал человек родом не из высокопоставленной семьи. У него это получилось благодаря своему уму, трудолюбию, честности, а главное – Божьей помощи. Исторический факт. Имхотеп начал создавать так называемые «дома жизни», в которые отбирались для образования талантливые дети. Сперва такое заведение было только во дворце фараона, но впоследствии такие школы появились по всему Египту. Ничего себе! Так как Иосиф был не из царского рода, он, как никто, понимал, что талант не зависит от того, где ты родился. Друг, если тебе кажется, что обстоятельства сильнее тебя, помни, Бог смог изменить жизнь Иосифа и помочь ему стать одним из величайших людей на планете. Он может благословить и твою жизнь.